Всем привет, ребят, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут София, я психолог и живу в Швеции. На этом канале мы с вами разговариваем по душам, я делюсь своими знаниями из мира психологии, а также немного своей жизнью в Швеции. Если вам такие темы интересны, то оставайтесь. Ну а сегодня мы с вами поговорим о том, чем отличаются психологи, психиатры и психотерапевты, а также другие психологические профессии. Честно говоря, я думала, что все уже давно разобрались, какая разница между этими профессиями, но недавно ко мне пришел комментарий, который меня немножко и посмешил, и поразил, и заставил меня еще раз пересмотреть это понятие, эту тему и снять это видео. Оно вам будет полезно, если вы решаете, куда пойти учиться, на психолога, на психиатра или на другую профессию, а также если вы не знаете, к кому из этих людей, так сказать, вы можете обратиться в связи с вашей личной проблемой. Почему вообще возникла такая неразбериха в странах постсоветского пространства? Потому что нет закона о психологической помощи, нет четких разграничений, чем конкретно занимается какой специалист. Например, в странах Евросоюза у каждой страны есть свой закон о психологической помощи. И там четко написано, да, какие обязанности у психолога, какие у психотерапевта, а какие у психиатра. И часто эти обязанности, они соприкасаются или смешиваются, но там очень ясно и понятно прописано, с какими проблемами работает один специалист, а с какими другой специалист. Поэтому мы будем с вами сегодня разбираться, в чем же разница ключевая в этих профессиях, так как они все про работу с человеком, про работу психологическую, но каждый из этих специалистов подходит к этой работе по-своему, и каждый специализируется на своем. И начнем мы с профессии психолог. Первое, что вам нужно понять, и самое главное, что психолог — это не врач. Это человек с высшим психологическим образованием или человек с переподготовкой на базе высшего образования. То есть у него есть диплом, где черным по белому написано, что у него есть степень бакалавра, например, в психологии, или психолог, да, есть такое просто вот слово, которое стоит. Также есть разные виды психологов. Это клинические психологи, гуманитарные, общие психологи, семейные психологи, детские и всякие разные. Это зависит от профиля их образования, от направления или от специализации, с которой они работают. Итак, тут есть два варианта основных. Это пойти в обычный гуманитарный вуз и учиться на факультете психологии. Я, например, училась в БФУ имени Канта на факультете общей психологии с специализацией в психологии семейных отношений. Или же пойти в медицинский вуз и учиться на факультете клинической психологии. Но даже несмотря на то, что клинические психологи могут учиться в медицинских вузах, это не делает их врачами. И вот здесь вот очень сложно разграничить разницу между клиническими психологами и обычными психологами. Но самое главное это то, что обычные психологи, они концентрируются на так называемой норме. Они работают с людьми, у которых в основном, да, все нормально в жизни. То есть они имеют просто какие-то сложности или трудности, у них есть какие-то проблемы, которым они научились на протяжении какого-то времени, да, то есть это скорее поведенческие какие-то механизмы. А клинические психологи, они в основном работают с клиникой, то есть они имеют понятие о патопсихологии, о патологических процессах в психике, они имеют очень углубленные знания в расстройствах психики, да, таких как расстройство личности и так далее. И они могут работать с диагнозами, могут работать в клиниках психологических, психиатрических. Но чего они не могут делать, так это выписывать медикаменты, как это делают психиатры. И тут стоит отметить, что в странах постсоветского пространства, например, психологи — это люди с теоретическим скорее образованием, чем с практическим. Сейчас есть очень много практических направлений, и люди выходят уже с более-менее каким-то пониманием о терапевтической работе, но им, скорее всего, нужно будет еще дальше идти учиться и повышать квалификацию. Следующая профессия — это психиатр. Это, конечно же, врачи, люди с медицинским образованием, с дипломом врача, которые прошли ординатуру в психиатрии. Они, как и все остальные врачи, специализируются на постановке диагноза и подборе
теории медикаментозного лечения. В основном они работают либо в каких-то поликлиниках, либо частных клиниках, также могут работать частно, но это люди, которые не проводят с вами психотерапию. Это люди, к которым вы обращаетесь для того, чтобы вам назначили какой-то диагноз, присвоили какой-то лейбл, в связи с которым вы будете уже дальше получать какую-то помощь, правильную, подобранную. Это очень важная работа и сложная достаточно, потому что диагнозов очень много психологических, и на самом деле очень сложно определить конкретный диагноз или один только диагноз поставить, потому что чаще всего человека могут мучать разные состояния и разные проблемы. И задача психиатра — найти какой-то общий знаменатель и подобрать правильное медикаментозное лечение, если уже у человека состояние настолько тяжелое, что происходят какие-то патологические нарушения в мозгу. То есть нужно уже купировать эти изменения медикаментозно. И, в общем-то, это все нарушения психики, которые меняют качество человеческой жизни. Например, есть такое понятие, как большая психиатрия, это шизофрения, какие-то расстройства психотического спектра, где человек теряет связь с реальностью и не понимает, где реальность, а где фантазия, да, то есть у него очень спутанный процесс в мозгу происходит. И без врачебного вмешательства очень сложно как-то повлиять на это состояние. Также есть более легкие формы расстройств, я так легкие, на самом деле, это очень тяжелые состояния, но в которых люди имеют больше связи с реальностью. Да, это расстройство личности, это тревожные расстройства, это большая депрессия клиническая, например, расстройство пищевого поведения, это анорексия, булимия. И если вы какие-то свои симптомы уже подозреваете, что имеют какую-то патологическую историю, то есть они постоянные, они навязчивы, они снижают качество вашей жизни, вы не можете о себе нормально заботиться, вы не можете нормально общаться с людьми. Например, раньше вы прекрасно общались с людьми, то сейчас что-то нарушилось, и вы страдаете от того, что не можете, например, выйти на улицу за продуктами даже. То есть это очень тяжелый, да, случай я описываю, но вы понимаете, о чем я говорю. И в таком случае никогда не помешает обратиться к психиатру. Вообще это не стыдно и даже не страшно. Есть очень много классных специалистов, которые очень бережны и никогда вас не будут осуждать за то, что вы переживаете, а наоборот помогут вам выйти из этого замкнутого круга. И, как говорится, лучше сходить и провериться, да, и не получить никакого диагноза, чем очень много лет жить с каким-то диагнозом и даже не подозревать, что он у вас есть. И следующие профессионалы — это психотерапевты. Здесь очень тонкий лед, потому что в странах постсоветского пространства, например, в России, это юридически только врачи-психиатры, которые повысили свою квалификацию и получили сертификацию психотерапии. Только они могут называть себя психотерапевтами. Но на практике психологи тоже могут проводить психотерапию, и, скорее всего, так и происходит. Психологи тоже могут пойти на какое-то психотерапевтическое образование, да, там, например, закончить 4-летнее КПТ, повышение квалификации, и получить сертификат, да, КПТ-специалиста, КПТ-психотерапевта и проводить психотерапию. Это метод лечения, который подразумевает разговорные методы, то есть это не медикаментозная терапия. Как врач-психиатр, например, может стать психотерапевтом, он может вам поставить диагноз, назначить лечение и также проводить с вами разговорную терапию. То психолог, психотерапевт, он вам не может поставить диагноз, он вас может направить к врачу-психиатру, который вам выпишет диагноз, и если это будет необходимо, выпишет вам медикаменты, и вы можете вернуться к этому психологу, психотерапевту и продолжать дальше вашу разговорную терапию. Такие психотерапевты сейчас называются медицинские психотерапевты, это врачи, и немедицинские психотерапевты, это зачастую психологи, которые повысили свою квалификацию в области психотерапии. Например, самые распространенные школы психотерапии — это когнитивно-поведенческая психотерапия, когда мы работаем с когнициями, с мыслями. Это психоанализ, например, это работа с подсознательными механизмами. Дальше в России очень распространена гештальт-терапия, это работа с какими-то своими чувствами, эмоциональными состояниями. Есть экзистенциальная психотерапия,
психотерапия — это если вас волнуют какие-то великие вопросы, да, вас донимают, в чем смысл жизни, какое ваше место в этой жизни и всякие другие вещи. Есть очень много разных школ и подходов, и на самом деле это не так важно. Очень важно, чтобы вы пришли к специалисту, который вам откликается по своим каким-то ценностям, психологии, философии, и обратились к нему и поняли, что вот этот метод, да, вам подходит. Но очень важно, чтобы у такого специалиста, например, психолога, психотерапевта, была какая-то сертификация, например, или он состоял в какой-то ассоциации психотерапевтов, специалистов, да, которые работают именно в этом подходе. Также есть разные форматы психотерапии, например, это индивидуальная психотерапия, когда вы работаете один на один с психотерапевтом, либо парная психотерапия, семейная, где обращаются, либо пары, либо семьи, да, на психотерапию, когда проблема не только внутри меня, но и в отношении с другими людьми. Например, я работаю в основном индивидуально с людьми, у которых есть какие-то психологические проблемы и трудности, и работаю в подходе третьей волны когнитивно-поведенческой терапии, это в терапии принятия и ответственности. И вся работа направлена на то, чтобы развить у человека, неважно, да, какая у него проблема, наша работа всегда направлена на то, чтобы развивать навыки психики, которые помогут человеку справляться с этими проблемами, жизненными трудностями и жить ту жизнь, которую они для себя хотят. Этот подход имеет доказанную эффективность, есть очень много исследований проведенных. И, например, если ко мне приходит клиент с каким-то состоянием, и я замечаю, что это состояние достаточно устойчивое, оно достаточно давно происходит, это вещи, которые причиняют большой дискомфорт в жизни человека, я, скорее всего, направлю такого пациента или клиента на прием к психиатру для того, чтобы убедиться, что либо это диагноз, либо это какая-то проблема, которая может решаться без медикаментов. И чаще всего мы можем работать с психиатром, да, над одним кейсом, то есть он будет вести это с точки зрения психиатрии, с точки зрения медикаментозной терапии, а я буду вести с точки зрения психологической работы, психотерапевтической. И на самом деле такая схема самая лучшая, потому что, как я сказала, лучше перепровериться, лучше заметить какую-то проблему на начальном этапе, даже если она небольшая, и получить эффективную помощь, чем ждать, что совсем все станет очень сложно, да, запускать вот эту вот проблему. И подытоживая всю эту тему, хочу сказать, что психотерапевтом может стать как психолог, так и психиатр. Психолог — это тот, кто больше работает с нормой, со здоровыми людьми, у которых есть какие-то отдельные проблемы. А психиатр, психотерапевт, например, больше будет работать с клиникой, с какими-то диагнозами и расстройствами. Если вы все еще не поняли, к кому вам стоит обратиться, то можете взять такую грубую схему, да, и оценить ваше состояние, вашу какую-то проблему от 0 до 10, насколько сильно она влияет на вашу жизнь. Если это там 5, 6, 7, то можно обратиться к психологу, психотерапевту, либо практикующему психологу. А если это уже 8, 9, 10, то есть очень запущенная какая-то проблема, то лучше сразу обратиться к психиатру, который вам и поможет, и поставит диагноз правильный, и подберет правильное лечение, и направит вас, например, к психотерапевту в случае, если он не занимается разговорной психотерапией. Ну что, спасибо за просмотр, я желаю вам удачи на вашем терапевтическом пути, всегда обращайтесь за помощью, это не стыдно, это очень полезно, никому не помешает обратиться к психологу или психотерапевту, я всем советую на своем личном и на опыте моих клиентов, есть очень большая вероятность, что вам это повысит качество жизни, как бы там ни было. И пишите в комментариях ваши вопросы, если я что-то не упомянула или что-то было непонятным, я всегда на все отвечаю и все читаю. А если вам интересна тема психологии, то можете посмотреть это видео о том, как стать психологом. Я там поделилась своим путем и рассказала, кому эта профессия подойдет. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Всем пока!